Начинали отчет. Друзья, приветствую вас на своем канале. И сегодня мы будем с вами продолжать обсуждать славянские новости. Наверное, вы обратили внимание, что у меня осипший голос. И первая новость как раз касается очень меня. В Словении опять снова ближе к сентябрю повысилось количество зараженных людей коронавирусом. И я, например, уже 3 дня болею каким-то вирусом, возможно, даже коронавирусом. Интересно, что только в пятницу было подтверждено более 7 тысяч положительных тестов на коронавирус. Мне кажется, это очень огромное количество на такую маленькую страну, как Словения. А сколько еще людей, например, как я, болеют, но просто не сдавали тест на коронавирус. В пятницу я еле-еле, конечно, смогла еще дойти до врача, но он почему-то решил не направлять меня на тестирование, он просто отправил меня на анализ крови. Анализ крови ничего не показал, он отправил меня домой, сказал: болейте дома, и если вам будет хуже, то будем дальше вас потом обследовать. Да, в субботу мне стало значительно хуже, мне было очень плохо, я не могла даже встать с кровати. Дома у нас есть такие быстрые тесты. Я уже 3 раза проводила себе тест в домашних условиях. Он был отрицательным. Но вот интересно, что моя подруга на прошлой неделе переболела коронавирусом, и как раз у нее был положительный тест, официально подтвержденный положительный тест. И она, кстати, имела абсолютно идентичные со мной симптомы. Также у нее болела голова, также у нее было расстройство желудка, также у нее была сильнейшая слабость. А когда она уже якобы пошла на выздоровление, у нее, вот как у меня сейчас, тоже начал пропадать голос, появилась какая-то хрипота в голосе. Поэтому я даже думаю, что, возможно, у меня сейчас все-таки коронавирус. Я коронавируса очень боюсь, я не отношусь к тем людям, которые его отрицают. Я по симптомам уже болею 3-й раз. Из этих 3 раз только 1 раз мне его официально подтвердили. Я делала 2 раза прививки, и все равно они меня тоже не спасают от болезни. Мой старший сын тоже 2 раза болел, 2-й раз даже лежал в больнице. То есть я считаю, что коронавирус – это очень опасная болезнь, и, к сожалению, такое ощущение, что он с нами навсегда. И я с ужасом об этом думаю, что мне каждый год, и даже не по 1 разу, а, возможно, по 2 раза придется им болеть. Следующая новость тоже косвенно связана с коронавирусом, но, так сказать, в положительном ключе. Когда началась эпоха коронавируса и всех людей посадили по домам, очень в Словении начала развиваться служба доставки. До эпохи коронавируса здесь не было принято постоянно пользоваться доставкой еды. А в коронавирус все люди начали активно искать способы, чтобы заказать себе горячую еду прямо на дом. И вот в Словении появились 2 крупных компании, которые занимаются именно доставкой еды. Это Wolt и Glovo. Glovo, по-моему, так называется. Сейчас проверю. Потому что 2-ю компанию я как-то встречаю реже на улице. Да, Glovo, правильно я сказала. Wolt и Glovo.
И вот эти доставщики еды снуют по городу, их очень много. Они ездят, доставляют еду на велосипедах, на электросамокатах, на мопедах, на мотоциклах. Они просто носятся по городу с бешеной скоростью. У них за спиной такие сумки-холодильники, и они торопятся, чтобы доставить вовремя еду своему клиенту. Но, к сожалению, они нарушают постоянно правила дорожного движения. И каждый день мэрия Любляны получает от 3 до 10 жалоб ежедневно на этих доставщиков. И вот самое интересное, что больше всего жалоб идут с улицы Чопова. И сейчас мэрия Любляны вносит такой местный закон для этих доставщиков, такое правило, что каждый доставщик еды будет обязан иметь свой индивидуальный номер, который он будет крепить, видимо, у себя как-то за спиной на своей сумке на видном месте, чтобы человек, который будет писать жалобу, чтобы он сразу указывал этот номер. Потому что эти доставщики, они ездят не только, например, на мотоциклах, да, которые там имеют свой регистрационный номер, но они также ездят на самокатах, которые вообще просто носятся с бешеной скоростью, могут развивать свою скорость до 40 км в час, а едут по пешеходным дорожкам. Мне вообще, кстати, я вообще противник электрических самокатов. Также они ездят нереально быстро на велосипедах, то есть они действительно очень опасны для пешеходов. И вот сейчас будут у них эти номера, и люди смогут жаловаться уже по этим номерам. И очень быстро будут выявлять нарушителей. Естественно, будут им выписывать штрафы. А штрафы, как вы знаете, в Словении очень высокие. И, конечно же, доставщики сейчас очень недовольны этим правилом. Они считают, что это повлияет на их работу, что они не смогут вовремя доставлять еду, потому что им надо, видите ли, не нарушать правила дорожного движения, а также они опасаются высоких штрафов, которые, естественно, придется им оплачивать. И еще, вы знаете, меня очень удивляет, что в Словении люди на мопедах имеют право ездить по пешеходным дорожкам. То есть ты идешь себе спокойно, и тут навстречу тебе может лететь мопед. Меня вот это очень на самом деле пугает. Возможно, вы читали в новостях или видели кадры по телевизору, что на Словению на прошлой неделе обрушился сильнейший ураган. Это произошло в четверг, 18 числа, около 3 часов дня. Я как раз собиралась пойти за ребенком в детский сад и увидела в окно, что там все кружится и летает. Но я все-таки решилась, вышла из дома, обошла дом, а мне нужно было идти за ребенком в детский сад через школьный парк. И я стою около дома, вижу, как вообще невообразимо носятся какие-то предметы по воздуху и как гнутся деревья. Мне реально стало страшно, сработал инстинкт самосохранения. Я быстро забежала домой и подумала, что лучше я пережду дома. Переждала, наверное, буквально 15 или 20 минут дома. Потом вышла опять на улицу, чтобы идти за ребенком, и увидела, что в нашем парке просто повалены деревья, сломан забор. То есть вообще такая страшная картина была, жуткая. Даже вот на такой маленькой локации, как наш район.
Потом в новостях я прочитала, что сильнейший ветер как раз был в районе, где я живу, в районе, который называется Забежеградом. Сила ветра достигала 102 километра. То есть это был сильнейший ураган, он даже был похож на торнадо с такими завихрениями. Вообще в Любляне и не только в Любляне, а по всей Словении срывало крыши с домов, вырывало деревья. Просто это было сильнейшее стихийное бедствие. И вы знаете, произошла просто невероятная ситуация. Моя приятельница, она тоже мигрантка из Санкт-Петербурга, она буквально вчера праздновала свадьбу свою, и на эту свадьбу к ней приехала мама из Санкт-Петербурга. И вы представляете, в этот день, когда был ураган, ее мама пошла гулять с ее сыном в парк Тиволи, и там вырвала с корнем дерево в этом парке, и оно упало именно на маму моей приятельницы. Это просто невообразимая ситуация. Прохожие вызвали скорую, маму увезли на скорой в больницу. Слава Богу, что она осталась жива, но у нее переломанные ребра, и она даже не смогла пойти на свадьбу своей дочери, ради которой она прилетела из России. И сейчас просто лежит, можно сказать, обездвиженная дома. И этот ураган, он охватил не только Словению, он также охватил и Италию, в Венеции тоже был очень сильный вихрь, и в Чехии, и в Хорватии просто ужасающие кадры заполнили интернет. Конечно, я очень надеюсь, что таких катаклизмов больше не будет. Давайте перейдем к положительной новости. В Джакарте прошла 34-я международная компьютерная олимпиада, в которой участвовали 4 школьника из Словении. И вы представляете, что словенский школьник победил в этой олимпиаде и взял золотую медаль. Я невероятно этому рада. Имя у этого школьника для моего слуха не очень легкое, поэтому я вам прочитаю, как его зовут. Зовут этого парня Бенджамин Байт. Он учится в Краньской гимназии, и он стал победителем на этой олимпиаде. А вообще на этой олимпиаде участвовало 349 школьников из 88 стран. И победителем стал словенский школьник. Я очень за него рада и поздравляю его с этой победой. А интересно, что 4 школьника словенских участвовало на этой олимпиаде. И мне показалось интересным, что эти школьники были не из столицы, они были не из Любляны. Победитель был из города Крань, другой участник был из города Марибор, третий участник был из города Ново Место, и 4-й участник был из города Шкофья-Лока. Это говорит о том, что в Словении не обязательно в Любляне получать хорошее образование. По всей Словении отличные гимназии, отличные школы. И неважно, абсолютно неважно, где вы живете, у ваших детей есть и будет доступ к отличному образованию. И закончу я сегодняшний выпуск новостей короткой новостью. Скажу лишь о том, что правительство Словении подготовило новый законопроект,
решили выдавать компенсации социально незащищенным группам людей. Эти группы людей, например, инвалиды или матери-одиночки, будут получать материальную компенсацию за отопление, То есть люди будут получать порядка 200 евро в компенсацию, чтобы оплачивать коммунальные услуги у себя в квартирах. И такую компенсацию они будут получать в отопительный сезон, начиная с ноября и заканчивая мартом месяца. То есть правительство Словении заботится, зная, что грядет энергетический кризис, они заботятся о своих незащищенных гражданах и будут выдавать им такие компенсации. И всего выделят на компенсации более 40 миллионов евро. Вот на этом, друзья, я закончу сегодняшний обзор новостей. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и делиться своим мнением в комментариях. До новых встреч!